Уважаемый зритель, здравствуйте! Я гемолог Ольга Меликян. Приветствую вас на канале Gemstones. Сегодня я изучу редкий драгоценный камень грандидерит и выдам на него свой гемологический репорт. Это видео будет посвящено исследованию и оценке дорогих драгоценных камней для тех людей, кто верит своим глазам и думает своей головой. Начинаем! Ну что, вот этот тот самый интересный драгоценный камень грандидерит. Грандидерит, несмотря на то, что мы узнали о нем буквально несколько лет назад, на самом деле открыт он был еще в 1902 году, то есть еще в начале 20 века. Открыт он был ученым Лакруа, но назван камень был в честь великого французского минералога, ученого Грандидье, который, собственно говоря, очень любил Мадагаскар, очень любил драгоценные камни, и вот в честь него, в честь того, что он так много и плотно занимался островом, да, породами этого острова, минералами, и назвали этот драгоценный камень. Поначалу то, что находили буквально пару кристаллов, они практически были не ювелирного качества, но уже было понятно, что по своим характеристикам камень имеет очень высокий потенциал. Ну, посудите сами, твердость, да, 7-7,5 баллов. Это идеальная возможность для того, чтобы сделать с ним какие-либо украшения, ну, как, собственно, с турмалинами, например. Да? Далее, очень хорошая чистота в случае, если найдется серьезный кристалл. Сейчас, вот на сегодняшний день, месторождение на Мадагаскаре с грандидеритом, которое было обнаружено, там буквально совсем немного этих камней. Ювелирного качества камней встречается в, там, я не знаю, один там, к 10 тысячам, к 15 тысячам. Представляете, какое количество необходимо переработать и найти камней, которые изначально очень редкие, чтобы добыть еще хотя бы ювелирного качества кристалл. Поэтому, конечно, когда в 2014 году рядом с на юге Мадагаскара, рядом со старым месторождением, нашли небольшое месторождение грандидерита, это облетело весь мир, это было сенсацией, это было чем-то невероятным, потому что именно там нашли ювелирного качества грандидерита, то есть тот самый, вот этот вот голубо-синий, да, оттенок цвета очень интересный, он не похож, я уже сказала, ни на один другой, ни на топаз, ни на шпинель, вообще ни на что. Вот. И, конечно, это сразу же подкупило, да, средняя стоимость грандидерита сейчас составляет порядка от 15 до 30 тысяч долларов за карат. И это не предел, потому что растет это достаточно активно. Камень редок, его больше не становится, какие-то крохи добывают, но это совсем немного. Его интерес состоит в том, что он одновременно является и драгоценным камнем, и коллекционным камнем. То есть он очень интересен коллекционерам, и большинство коллекционеров, да практически все, кто, в принципе, коллекционирует редкие драгоценные камни, за грандидеритом действительно охотятся. Ну что, начну я, наверное, свои исследования прежде всего с веса, да, мы определим, какой у него вес. На камень, конечно, есть сертификат, мы потом еще посмотрим, что написано в лаборатории. Лаборатория ICA, посмотрим, что они там написали, как. Вот, ну, чуть попозже. А сейчас мы займемся каратными весами. Я обычно снимаю показатель 3 раза. И каждый раз калибрую весы. Это позволяет мне минимизировать все абсолютно погрешности. Угу. У нас подтвердился вес 1,14 карат, поэтому этот вес я подтверждаю. Сейчас измерю штангенциркулем размеры, ну и дальше перейду уже к непосредственно гемологическим приборам, то есть изучению лупы, рефрактометра и всего остального.
7,51. Шесть ноль два. Угу. И толщина 3,23. Угу. 6,02, 3,23, 7,51. Сейчас осмотрим наш камень в лупу. У грандидерита есть особенное отличительное свойство. Как и танзанит, грандидерит обладает трихроизмом. То есть он меняет 3 раза оттенок цвета в зависимости от направления его кристаллических осей. Оттенки разные, такие как, например, от бесцветного до желтого. Второй цвет – это зеленовато-голубой, голубовато-зеленый. И третий цвет уже ближе к синему. Сегодня мы с вами тоже это свойство проверим. А сейчас я посмотрю на сам камень в лупу. Заодно оценю его чистоту и, конечно, цвет. Камень очень чистый. Я не вижу в лупу. Да, в общем-то, я не вижу даже никаких включений. Не только минеральных, но и газовых, жидкостных, вообще никаких. Идеально чистый камень. Угу. Сейчас посмотрю камень обязательно со всех сторон. Я просматриваю обычно с разных ракурсов. Для чего? Для того, чтобы мне оценить в том числе и наличие отсутствия сколов. Сколов, найфов. Очень часто бывает эта история на рундисте, как элементы огранки, да, там остатки от элементов огранки. Это тоже просматриваю, потому что если у камня нет этих моментов, то это вообще прекрасно. Нет. Да, включений нет даже в лупу. Соответственно, это не просто eye clean чистота, это loop clean. То есть мы говорим о самом высоком уровне VVS, да, здесь ничего не придерешься. Я, конечно, посмотрю еще в микроскопе на наличие включений, возможно, характерных, да, каких-то аксессуарных, характерных для этого драгоценного камня. Но посмотрим, удастся найти или нет. Так, с цветом определились, зеленовато-голубой, с частотой определились. Теперь перехожу к рефрактометру. Иммерсионная жидкость токсичная, поэтому я работаю только в перчатках, плюс еще потом обязательно использование какого-то спиртового раствора, спиртосодержащих салфеток и так далее, чтобы полностью всю эту историю протереть, убрать. Ну и, конечно, не забывать проветривать помещение. Так. Вот чем интересен грандидерит, у него совершенно свой оттенок зелено-голубого цвета. Если мы будем сравнивать с турмалином лагун, с аквамарином, с какими-то другими драгоценными камнями, которые визуально, там, топазом, да, которые визуально могут быть похожи на него, там, или голубой циркон, все равно у грандидерита он совершенно свой. И те, кто вот видели, да, вживую все эти камни друг с другом рядом, они, конечно, уже не спутают, но мы все равно проверим на всех диагностических приборах, чтобы быть полностью уверенными, что наши слова подтвердились уже на приборах. Так. Угу. Ого, разница серьезная. Так, мне бы еще фильтр поляризационный взять.
Угу. Так, 1,615. Семьдесят пять. Один 615 первый вариант, второй вариант 1,560, 75. 575 где-то. Сейчас запишу, а потом сравню. 615 и 575. Так. Угу. Да. Что интересно в грандидерите, при просмотре в рефрактометр, помимо двойного лучепреломления, которое очень проявлено, это свойство, разброс между индексом рефракции по разным осям очень сильный, его ни с чем не спутаешь, его не спутаешь ни с турмалиновым вариантом, ни с чем-то еще. Следующий прибор, с которым я работаю, это полярископ. Здесь я буду проверять наличие или отсутствие анизотропии, да, то есть камень является анизотропным или изотропным. Я его уже включила, камень я протерла, соответственно, кладу сейчас в полярископ и будем смотреть на наш образец. Ну что, четко показывает наличие анизотропности камень, поэтому здесь даже, как говорится, нет никаких сомнений. Одновременно с этим, что я вижу сразу же эффект трихроизма. Я вижу от такого почти белого оттенка цвета переход в голубой и в зеленоватый, такой голубо-синий, и в зеленоватый. Ну, чтобы мне эти все приборы еще раз проверить, пожалуй, трихроизм я еще посмотрю в таком приборе, как дихроскоп. Собственно, для этого он и придуман. Чтобы определить наличие трихроизма, я беру белый лист бумаги, беру дихроскоп, и сейчас будем смотреть на наш образец. Кладу его сюда, протираю. Полярископ мне больше не понадобится. Я, соответственно, его убираю. Так, ну что, смотрим. Ох, как красиво. Я прям отчетливо вижу светло-зеленый, такой даже желтовато-зеленый и голубо-синий. Очень красивые цвета в дихроскопе. Мне прям нравится. Грандидерит очень интересный, драгоценный камень и очень дорогой, поэтому, конечно же, подделки, которые могут выдавать за него, их бесчисленное количество. Прежде всего, шпинель, синтетическая шпинель, то, что могут выдавать за грандидерит. Безусловно, показатель рефрактометра будет совершенно другой, и это 100%, но на всякий случай мы еще проверим тест на ультрафиолете при короткой волне и при длинной волне. Поскольку грандидерит это у нас боросиликат с железом, алюминием и магнием, соответственно, хромофором основным выступает железо. И в связи с этим реакции какой-то на ультрафиолетовые лучи в короткой волне, в диапазоне длинной волны он давать не должен. В отличие от синтетической шпинели голубой, которая может быть визуально похожа, да, особенно если вы не видели, не сравнивали их вживую, вот, но она принципиально реагирует в ультрафиолете вообще по-другому, поэтому сейчас мы проведем тест на ультрафиолет. Итак, беру ультрафиолетовый фонарик, здесь короткая волна, 365 нанометров, затемняю область, да, чтобы ничего не мешало, и, как видите, реакции никакой нет, да, то есть, если бы это была синтетическая шпинель, вы бы это сразу увидели, она была бы уже розовато-красноватых тонов, это, ну, как говорится, не заметить невозможно. И давайте проведем эксперимент на длинной волне, так, с другой стороны, да, вот с этой стороны, короткая волна, еще раз, да, это длинная волна, видите, реакции никакой нет, да, то есть я вот показываю, никакой реакции, камень остается одного и того же оттенка, то есть, в общем-то, ничего не происходит. Это абсолютно характерный признак грандидерита, то есть здесь не должно быть какой-то реакции при ультрафиолетовом воздействии. Вот. Из тех приборов, что я могу еще посмотреть,
пожалуй, наверное, я бы посмотрела уже только микроскоп. Почему? Потому что и показатели преломления на рефрактометре, и полярископ уже дали мне много информации, да, воздействие ультрафиолета. Также в микроскопе что я могу посмотреть? Я могу посмотреть наличие включений, но в грандидерите нет включений, которые являются диагностическими, как, например, в изумрудах Колумбии, да, или изумрудах Замбии. То есть это просто для себя взглянуть, как камень выглядит под микроскопом, какие могут или не могут быть там включения, то есть для того, чтобы более полно написать и характеризовать свою диагностическую карту. Ну, я вижу, что камень очень чистый. Очень, кстати, что интересно в камнях, которые обладают трихроизмом, даже когда их поворачиваешь в микроскопе, они все проявляют вот эти вот разноцветие свое, да, и это настолько прям сильно ярко видно. Вот, ну, я вот просматриваю камень, в общем-то, зацепиться глазом особо не за что, потому что минеральных включений заметных, ничего такого газово-жидкостных я не вижу. То есть камень действительно очень чистый, и это здорово, да, то есть многие говорят, что вот богатый внутренний мир. На самом деле, если мы говорим про уровень качества камней топового формата, да, то это, конечно, чем чище камень, тем лучше. А если многие говорят, что нет, если чистый камень, то это синтетика, но тогда они просто не умеют отличать синтетику от природных камней. Вот, ну, я умею, поэтому у меня с этим нет проблем. Но камень, конечно же, просто в плане чистоты придраться не к чему. Ну что, я посмотрела грандидерит в микроскопе, что я там увидела. Включений практически я не нашла, газово-жидкостные несколько штук. Следов грубого облагораживания также не выявлено, то есть каких-либо грубых пропиток там и так далее. Ничего это нет, и следов термообработки, соответственно, тоже. С уверенностью можно сказать, что камень относится к камням без облагораживания. Это первый момент. Второй момент касаемо оценки. Если учесть всю информацию, которую я получила, исходя из приборов, исходя из характеристик цвета, да, характеристик чистоты, это все-таки loop clean, да, то есть наивысшая категория чистоты для данного камня, то можно было бы смело поставить даже самую высокую оценку, то есть это где-то от 20 тысяч долларов за карат. Но я все-таки считаю, что необходимо уменьшить стоимость этого камня, связано это с одним единственным моментом. По огранке у меня есть критерий, который камень все-таки не прошел, у него ниже павильон, чем это было бы достаточно, да, то есть огранка не является классической, соответственно, я понимаю, что камень максимально пытались сохранить караты. Это не повлияло на его игру очень грубо, да, и очень сильно, но, тем не менее, павильон ниже. Так вот, за это стоимость камня, естественно, будет уменьшена, поэтому в среднем я бы поставила характеристику где-то в районе 17-18 тысяч долларов за карат. Вот, ну, в частном порядке, кому актуально, можете обратиться ко мне, я предоставлю все контакты владельца камня, вы уже с ним напрямую там будете общаться, договариваться. Вот сертификат, с которым камень поступил ко мне тайской лаборатории ICA, где дана предварительная информация. Также я выдаю свой гемологический сертификат, гемологический репорт с оценкой и большей детализацией исследования данного грандидерита. Так что теперь у камня грандидерита 2 гемологических репорта плюс оценка. Те, кто хочет научиться работать на гемологических приборах, которые я сегодня показывала, а также понять для себя, как проводить оценку хотя бы визуально, да, первичную, чтобы понимать и разбираться, насколько камень стоит своих денег или не стоит своих денег, я приглашаю на свой ближайший гемологический интенсив. Он состоится 12 апреля, это будет суббота, и за один день мы с вами проведем такое экспресс-занятие, мастер-класс, где я каждого научу работать с гемологическими приборами, вы прям вживую поработаете с приборами, с топовыми камнями, вы увидите разницу в хорошей огранке, в плохой огранке, разницу в хорошем качестве, в среднем качестве, ну, низкого качества у меня, в принципе, камней нет. Вот, вы научитесь разбираться в нюансах
всех сертификатов гемологических, что тоже немаловажно, потому что бывает аббревиатура, скрытые смыслы, которые, если ими не владеть и не знать, можно совершить очень серьезные ошибки, которые будут стоить вам много-много денег. Поэтому, кому интересно, оставляю ссылочку внизу под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Если же хотите именно индивидуальный гемологический интенсив, чтобы я поработала только с вами, очно, это тоже возможно за один день, пишите мне в личные сообщения, мы обо всем поговорим. Если это видео вам было интересным и полезным, то буду рада, если вы напишите свой комментарий. Ну и, конечно, лайк, подписка за пользу.